Ее улыбка сводила с ума стадионы, а резкие подачи крушили соперников. Но сегодня Анна Курникова, легенда тенниса, оказалась в центре скандала, который не имеет ничего общего с победами. Фотографии, где она беспомощно сидит в инвалидном кресле, взорвали интернет. Что произошло с той самой Курниковой, чье имя когда-то означало непобедимость? Неужели травма, прервавшая ее карьеру 20 лет назад, вернулась, чтобы забрать последнее? Или за этим скрывается тайна, о которой молчат все, от ее мужа-суперзвезды до бывших коллег? Почему она, всегда избегавшая публичности, вдруг попала в объективы камер в самом уязвимом состоянии? Кто слил эти кадры и зачем? И главное, почему в ответ лишь гробовая тишина? Мы погружаемся в расследование, где каждая деталь, от ортопедического сапога до исчезновения статьи в ТМЗ, становится ключом к разгадке. История, которая заставит вас усомниться, а знаем ли мы правду о тех, кого боготворим? Анна Курникова, имя которой в начале 2000-х гремело на стадионах, звучало с обложек глянца и сводило с ума миллионы поклонников. Она была не просто теннисисткой, ее красота, стиль и харизма превратили спортсменку в глобальную икону. Но внезапно триумфальный взлет оборвался. В 2003 году Анна исчезла с кортов, объявив о травме. Мир пожал плечами, обычное дело в профессиональном спорте. Но что если за этим диагнозом скрывалась не просто боль, а угроза, которая преследовала ее годами? С тех пор Курникова словно растворилась. Ее жизнь в Майами с Энрике и 3 детьми стала загадкой. Редкие вспышки камер папарацци, обрывки интервью, шепотки о том, как она избегает публичности. Казалось, легенда тенниса навсегда останется тенью своего прошлого. Но все изменило одно появление. То самое, где Анна, некогда неудержимая, сидела в инвалидном кресле. Почему та, чьи ноги когда-то выдерживали бешеные нагрузки, теперь не может сделать шаг? И что за молчание длиной в 20 лет скрывает правду? Кадры, на которых Анна Курникова, некогда блиставшая на кортах с ракеткой в руках, передвигается в инвалидном кресле, стали настоящим шоком для миллионов. Все началось с фотографий, сделанных в торговом центре Майами. 41-летняя спортсменка, одетая в черную футболку и джинсы, сидела в кресле, которое катила ее помощница. На левой ноге Анны был заметен массивный ортопедический сапог, а на запястье правой руки – плотный бандаж. Рядом резвились ее дети, 4-летние близнецы Николас и Люси, а также старшая дочь Мария, однако радостная суета малышей лишь подчеркнула тревожность сцены. Эти снимки, словно вирус, мгновенно распространились по соцсетям, породив волну паники. Что случилось с Анной? Почему она не может ходить? Поклонники сразу вспомнили, что ее карьера прервалась в 2003 году из-за травмы позвоночника. Тогда официальные источники назвали причиной хронические боли, вызванные перегрузками. Но фанаты замечали, даже после ухода Курникова периодически появлялась на публике, например, в 2010 году на турнире в Лос-Анджелесе, где она, улыбаясь, давала автографы. Ничто не предвещало, что спустя годы ее образ будет ассоциироваться с инвалидным креслом. Анализ новых фотографий лишь добавил вопросов. Ортопедический сапог обычно используется при переломах голени или серьезных растяжениях, бандаж на руке, при травмах запястья. Но почему тогда кресло? Врачи в комментариях под постами предположили, возможно, у Анны множественные травмы или нагрузка на ногу противопоказана из-за проблем с позвоночником. Всплыли старые интервью, где она упоминала, что перенесла несколько операций на спине, включая дискэктомию, удаление межпозвоночного диска. После этого я годами восстанавливалась, говорила она в 2005 году, но подробностей не раскрывала. Молчание Курниковой и ее окружения стало отдельной темой для обсуждения. Энрике Иглесиас, обычно активный в Инстаграм, где он делится семейными фото, на этот раз ограничился публикацией рекламы нового сингла. Его подписчики в комментариях требовали «скажи, как Анна», но ответа не последовало. Даже ее бывшие коллеги по теннису, вроде Мартины Хингис, отказались комментировать ситуацию. Это породило радикальные теории. На форумах пользователи строили догадки. Первая версия. Травма ноги – результат несчастного случая. Поклонники нашли старые фото, где Анна каталась на гидроцикле у побережья Майами в 2022 году.
Может, упала во время занятий спортом. Предполагали они. Вторая версия. Обострение старых проблем. Хроническое воспаление в позвоночнике могло привести к компрессии нервов, вызывающей слабость в ногах. В этом случае кресло – временная мера. Третья версия. Системное заболевание. Анонимный источник, якобы близкий к семье, написал, она давно борется с аутоиммунным заболеванием, но не хочет жалости. Конспирологи пошли дальше. Они связали исчезновение Куурниковой с ее последним публичным выступлением, благотворительным матчем 2017 года. Тогда Анна казалась бледной и избегала резких движений. Она выглядела так, будто каждое прикосновение ракетки причиняет боль, писали зрители. Отдельную интригу добавил вопрос, почему фото появились именно сейчас. Папарацци Майами рассказали в подкасте Silver Secrets, что за последние 3 года Курникову видели в городе всего дважды, и оба раза, в машине с тонированными стеклами. Кто-то явно слил эти кадры намеренно, заявил фотограф Карлос Мендоза. Ее охрана всегда начеку. Попасть в торговый центр с камерой невозможно без договоренности. Если это провокация, то зачем? Одни считают, что семья готовит публику к грядущему откровению о здоровье Анны. Другие видят в этом попытку СМИ заработать на сенсации. Издание TMZ, первым опубликовавшее фото, позже удалило статью без объяснений, это лишь подлило масло в огонь. Но есть и те, кто призывает уважать приватность. Она 20 лет скрывалась от камер, растила детей. Если теперь ей нужна помощь, это ее право не оправдываться, пишут пользователи. Действительно, даже в расцвет славы Курникова избегала откровений. В интервью 2001 года она сказала: «Моя жизнь вне корта – не спектакль». Пока фанаты спорят, а таблоиды печатают заголовки вроде «Тайная боль Анны», ясно одно – ее история вышла за рамки сплетен. Это проверка того, готов ли мир принять, что кумиры юности не вечны. И как бы ни закончилась эта загадка, Курникова уже вписала себя в историю, не только как теннисистка, но и как человек, чье молчание оказалось громче любых слов.